Привет, любители вязания! Сегодня я продолжаю серию мастер-классов, которые войдут в один большой туториал мастер-класс по детскому свитеру. В этом видео мы с вами закончили вязать регланные линии. Мы будем разделять рукава и туловище. Я вам покажу, как я набираю петли для подреза. Также будут вставки видео, как я примеряю на ребенка, в какой точке я останавливаю вязание реглана, так чтобы визуально сориентировались. В общем, если вам интересно, продолжайте смотреть. Итак, давайте для начала я измеряю вам в сантиметрах длину регланных линий, так чтобы вы сориентировались. Значит, передняя линия у меня получилась, я слегка натягиваю, получилось 14 сантиметров примерно. Так, задняя регланная линия 17 сантиметров. Так, сейчас давайте я вам вставлю видео, вы посмотрите, как визуально выглядит на данном этапе на моем ребенке, в какой точке я останавливаю вязание реглана. И, возможно, это вам как-то поможет сориентироваться в пропорциях этого всего. Скажи привет. Привет. Значит, я хочу показать, как я примеряю реглан, который вяжу, и на каком моменте я останавливаюсь. Получается, я вяжу слегка на вырост, чтобы было на осень-зиму. Вот как выглядит момент, на котором я решила остановиться. То есть оно доходит до подмышечной впадины. Ну-ка, покажи ручку. Стань ровно. Вот у нас подмышка. Она чуть-чуть длиннее получается, на вырост. Здесь я добавлю на подрез 4 петли. И как раз будет свободная ручка. Тут в груди будет достаточно свободно, чтобы футболку под низ одеть. И вообще слегка на вырост. Этот рисунок тоже расправится, поэтому я посчитала нужным здесь остановиться. Так, развернись спинкой. Здесь получается задняя регланная линия длиннее у нас, потому что росток вывязывали. В общем, вот так это выглядит сейчас. Всего я провязала 28 рядов реглана. Это не считая росток. То есть первый ряд реглана это вот здесь первый ряд, когда мы провязываем эти центральные 4 петли. То есть это я называю реглан, не считая росток. Значит, сейчас я вот подошла к этой точке, которую вы увидели на видео, с примеркой, так сказать. Вот, давайте сейчас я вам поэтапно покажу, как я делаю дальше, какие шаги предпринимаю дальше. Значит, мы дошли к концу ряда, того, который мы посчитали последним рядом реглана. Нам все равно нужно провязать спинку. Здесь я уже не буду делать прибавки, у нас идет разделение. Спинку я пока что провязываю по рисунку до начала следующего рукава. Регланную линию я решила оставить на туловище, то есть не на рукавчик, а на туловище. Поэтому я подошла к концу спинки, и вместе со спинкой провяжу еще регланную линию. Так, и уже оставшийся рукавчик я пересниму на контрастную ниточку, а следующую регланную линию я оставлю уже наперед. То есть я пересниму вот этот вот кусочек полотна. Я переснимаю последнюю петельку. Так. И это у нас остается рукавчик. Я завяжу здесь узелок. Дальше мы будем сейчас набирать петли для подреза. Я определилась, что я наберу 4 петли. Как определилась, в принципе, на глаз, чтобы примерно это равнялось 2 сантиметрам. Так, набираются петли просто. На палец большой вот таким образом накидываем. Хоп, одна петля, вторая, третья, четвертая. Все, есть у нас 4 петли подреза. Дальше нам нужно провязывать рисунок.
Здесь я сохраню одну лицевую, она у меня всегда будет лицевой с краю, чтобы была такая, как рамочка вокруг узора. Так, как я рассчитываю рисунок? Как вы видели из схемы, по центру идет чередование 4 лицевых, повтор 2 лицевых, повтор, то есть по 2 ряда. 4 изнаночных, 2 изнаночных, опять 4 лицевых, 2 лицевых, 4 изнаночных, 2 изнаночных. То есть сейчас я остановилась, провязала 2 лицевых, 2 ряда. Да? Теперь у нас должно быть 4 изнаночных. Отсчитываем, там по рисунку видно, что чередуются 2 лицевых, 2 изнаночных. Значит, 4 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевых, 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Значит, я начинаю с 2 изнаночных. Таким образом я по рисунку провяжу до конца переда. И давайте встретимся, когда я дойду до следующего рукавчика. Так, я дошла до конца переда. Так. Мы определились, что регланная линия идет в туловище. Так. И сейчас я пересниму опять второй рукавчик на ниточку до этого маркера. Встретимся с вами в той точке. Так, я пересняла весь рукавчик, второй, получается, левый рукавчик, на ниточку. Так, сейчас нам нужно, так, оставили регланную линию на спинку. Набираем петли для подреза. 1, 2, 3, 4. Так. Я оставляю маркеры просто, чтобы было понятнее, где начинается рисунок, чтобы лишний раз не запутываться. Так, и продолжаю вязать. Вот. И наше начало ряда тоже маркер остается. Так, мы, получается, провязали первый ряд тушки, да, туловища, как кому удобнее говорить. Такой спорный вопрос, как называть эту часть свитера. Ну, это не суть важно. Так, я начала второй ряд. И дальше мы вяжем просто по рисунку, как нам нужно. Здесь я провязываю лицевые на подрезах. Здесь может быть туговато, но ничего страшного. И по рисунку дальше. То есть также идет смена рисунка в нечетных рядах, а в четных мы повторяем этот рисунок. Как я буду вязать дальше? Сейчас, получается, я провяжу немного туловища, буквально чуть-чуть. Оставлю на этой леске, или можно переснять на нитку контрастную, и перейду к рукавам. Почему я перехожу к рукавам? Просто потому, что у меня может не хватить пряжи на все, что я задумала. Как по длине, возможно, и короче будет приемлемее. То есть я просто свяжу необходимые рукава, да, что должно быть по длине железно, а по длине туловища там уже буду смотреть, насколько хватит пряжи. Ну, конечно, должна быть приемлемая длина, но если она будет чуть покороче, чем я предполагала, там не будет закрывать попу, то тоже вообще вполне нормально. То есть мы с вами встретимся, когда я свяжу один рукав, и я вам буду показывать, как я вяжу второй рукавчик на примере первого. Так, на этом пока что все. Этот момент я хотела вам показать, да, он важный. И если вам что-то было непонятно, как всегда, пишите. Также я оставлю ссылку на подобное видео из другого моего мастер-класса. Там платье я вяжу для девочки, для дочки в такой же технике, реглан сверху. И этот момент, если он здесь, например, был непонятен, то, возможно, там вам будет больше визуальной информации
если что-то было непонятно. Это все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, это был полезный ролик. Спасибо вам большое. Пока-пока.